Приветствую. Обзор-анализ прогноз криптовалют. Биткоин упал почти на 8%. Я думаю, большинство сейчас интересует именно судьба данной криптовалюты. Поэтому график биткоина рассмотрим в первую очередь. И уже после него посмотрим статистику и главные новости криптовалют. Начнем с того, что вчера я предположил, что у нас будет здесь формироваться треугольник. Предпосылки для этого были, но треугольник так и не был сформирован. Для его полной структуры нужно было еще несколько волн. У нас же была только волна А, Б. Снижение в волне С и остальных волн мы так и не дождались. Поэтому данная структура треугольником не является. Теперь давайте посмотрим, сломало ли это восходящую структуру. Пока мы не пробили уровень в 39 тысяч, именно здесь пик предполагаемой волны 1, то восходящая структура по-прежнему еще актуальна. Коррекция же в четвертой структуре может развиваться по структуре зигзага АБЦ. Сейчас мы пришли на скользящую среднюю 200-ку, что является сильной поддержкой. И еще одна поддержка. Это вот этот нисходящий канал, который у нас начал формироваться. Мы находимся у нижней его грани, что также может удержать от дальнейшего снижения. Вот этот более глобальный канал также является неплохой поддержкой для текущего движения биткоина. Поэтому, как мы видим, сейчас мы находимся в такой уникальной точке, которая включает в себя аж несколько таких зон. И это еще не все. Если посмотреть на историю, то еще с начала прошлого 2021 года здесь начал формироваться вот такой сильный уровень, который уже несколько раз зеркально тестировался с двух сторон. И сейчас вновь мы его тестируем сверху вниз. Но и это еще не все. В этой же самой точке сейчас находится и сопротивление вот этой трендовой линии. От пика, сформированного в апреле 2021 года, который также был на истории уже протестирован несколько раз ценой. В общем, данный диапазон имеет огромное количество сопротивления. Посмотрим, как будет реагировать на это все дело цена. А теперь переключаемся на график биржи фьючерсов на биткоин CME. Данным снижением мы закрыли вот этот гэп, что также дает вероятность того, что после закрытия мы можем направиться наверх. Естественно, нужно все это дело подтверждать заходным импульсом. Данные все факторы, которые я перечислил, это лишь повышают вероятность того, что ниже мы пойти не должны. Но, как известно, не должны, но биткоин нам ничего не должен. Мы лишь оцениваем вероятности. Для меня по-прежнему это движение биткоина в приоритете на лонг, и от текущих уровней может сформироваться прекрасная точка входа, если мы нарисуем подтверждающий заходной импульс, после которого можно будет приобретать со стопом за основание с расчетом на цены намного выше. Что же касается моей позиции по биткоину, то приобретал я его в конце января по 36 900, и на этом проливе у меня сработал трейлинг стоп, поэтому меня вышибло в плюс, и зафиксировал я около 12-13% профита. Поэтому текущий заходной импульс я также буду рассматривать как очередную возможность зайти в лонг, но сейчас я без позиции. Поэтому на этих выходных наблюдаем, как будет проторговываться вот эта вот зона с целой кучей сопротивлений, которые я отметил. Посмотрим, сформируется ли здесь заходной импульс, и после этого будем принимать решение о входе в лонг. Какой у нас здесь негативный сценарий? Если мы продолжим здесь падать, пробьем здесь пик предполагаемой волны 1, пробьем здесь все вот эти уровни, то вероятность того, что мы пойдем еще ниже, она будет увеличиваться по мере снижения цены. Также давайте освежим в памяти, на каком уровне мы находимся на логарифмических уровнях биткоина. Мы по-прежнему не покинули зону того уровня, к которому пришли еще 5 февраля. Заходим чуть выше, чуть ниже, но торгуемся пока возле него. Если будем проваливаться ниже, то диапазон цен будет уже в районе 36 тысяч. А 36 тысяч это уже гораздо ниже пика волны 1. Поэтому для лонгового сценария критически важно сохранить текущий уровень. А вот так выглядит у нас весь крипторынок сегодня. Снова он у нас кроваво-красного цвета, за исключением нескольких монет типа NEO. Именно она показывает наибольший процент, плюс 3% за 24 часа. Все остальное практически летит в минус. Наибольшее падение у монеты AAVE минус 9,5%. Что же касается биткоина, по-прежнему мы сохраняем плюсовой февраль, не нарушаем статистику. Да, еще много дней до окончания этого месяца, но пока, как говорится, держим марку. Февраль по статистике достаточно плюсовой. В этом году также пока плюс. За 24 часа ликвидировало 75 700 трейдеров. 88% из них это были лонгисты. У всех забрали 266 миллионов долларов, у лонгистов 234. Не зря я недавно отмечал, что пониженные ликвидации свидетельствуют о том, что в скором времени долбанет в одну или другую сторону. На этот раз выбрали ограбить лонгистов. И если смотреть ликвидации лонгов с начала этого года, то показатели достаточно серьезные. При том, что снижение было небольшое.
большим. Но если в статистику взять еще и 2021 год, то текущие ликвидации практически незаметны. Вот так, кстати, они выглядят, если смотреть часовые ликвидации. Буквально 1-2 ролика назад я отмечал, что при одинаковых колебаниях шортов ликвидируется гораздо больше. Но вот решили теперь посмотреть, сколько в карманах денег у лонгистов. И показатели достаточно серьезные по сравнению с предыдущими ликвидациями как лонгов, так и шортов. Какой сейчас наиболее вероятный сценарий? Это небольшой откат и еще один перелой, для того, чтобы посмотреть, сколько еще мы соберем лонговых ликвидаций. И если их будет меньше, то это будет позитивный сигнал для того, чтобы идти все-таки наверх и теперь тестировать шортистов. Этот принцип постоянно практикуется. Вот здесь, например, было снижение, повышенная ликвидация лонгов, затем еще пару раз протестировали, посмотрели, сколько у них денег, и их все меньше и меньше. Бросают это дело и идут брить шортистов. Вот здесь то же самое. Сходили вниз, увидели большие ликвидации лонгов, сходили еще раз вниз, увидели, что лонгов теперь намного меньше и погнали наверх собирать деньги у шортистов. И так по кругу постоянно идут туда, где выгоднее грабить людей. Поэтому, еще раз повторю, сейчас с большей вероятностью мы еще раз увидим перелой для сбора ликвидности. Кстати, если смотреть график биткоина, то здесь также это напрашивается. На часовике, кстати, это уже начали реализовывать. И это неплохо. Это как раз таки хорошо для разворота. То есть мы отрисовали импульс вниз, ликвиднули большое количество людей, небольшой откат, сейчас еще один тест, ликвидации будет меньше. Здесь у нас будет дивергенция, и все по красоте, можно разворачиваться и идти наверх. Но я все-таки хочу увидеть такую же дивергенцию еще и на 4-часовике. Это означает, что откат будет посерьезнее и еще один заход вниз. Это вполне вероятно, поэтому я буду дожидаться хорошего заходного импульса и не буду брать сейчас, так как велика вероятность снижения ниже. А ниже это куда, я уже говорил в начале ролика. Снижение вот в эту зону, отмеченную до пика волны 1, будет являться вполне нормальным и не будет нарушать восходящую структуру. А что же касается шортов и лонгов у нас за 24 часа, так шорты начали подрастать, плюс 13,4%. Люди решили, что на падение нужно шортить. Лонги растут намного скромнее, плюс 2,1%. Резко дернулся индикатор мувингов, профитов и потерь. Напомню, нам важно, чтобы голубая линия была выше красной, пока так и есть. Но они очень сильно приблизились друг к другу, что в принципе логично, профитов стало у людей меньше, так как цена снизилась. Но динамика пока продолжает быть лонговой. Индекс страха и жадности достаточно сильно спустился. С цифры в 52, которая была вчера, мы спустились до 30-ки. Сейчас мы находимся в зоне страха. Данным падением очень хорошо напугали трейдеров. Индикатор резервного риска также у нас находится на грани своих показателей. Если приблизить здесь вот локальную ситуацию, то мы видим, что недавно мы посетили зону, где в приоритете были покупки, вышли из нее, это был лонговый сигнал, но сейчас мы снова погружаемся в эту зону. На истории мы видим, что были такие случаи, за этим не последовало какого-то большого падения, если погружение снова ненадолго. Но это, конечно же, никак не говорит о том, что мы скоро направимся наверх. Это, естественно, негатив для роста. Какие монеты у трейдеров вызывают наибольший интерес в плане обсуждений? Биткоин, эфириум, на третьем месте монета SNT. На четвертом линк, который мы рассматривали в прошлом ролике. Grayscale за последние сутки также ничего не покупали, все под распродажу. Sol, который имеет положительный баланс за 7 дней, также продавали меньше всего, продолжают удерживать. А мы давайте посмотрим несколько интересных и важных новостей. Binance приостановила деятельность в Израиле по требованию регулятора. Эта биржа не прошла регистрацию в Израиле и теперь перестает обслуживать израильтян. Управление по надзору за рынками капитала, страхование и сбережения Израиля, отвечающее за лицензирование криптобирж, запросила Binance предоставить лицензии, по которым платформа оказывает услуги на местном рынке. Лицензии, естественно, нет, и поэтому Binance теперь ничего не остается, как просто прекратить работу на территории этой страны. Но стоит отметить, что Binance не то чтобы не получила лицензию, она и не пыталась ее получить, не подавала в управление заявок для получения этих лицензий. И при этом без лицензии она была самой популярной биржей в Израиле. На ней было зарегистрировано около 200 тысяч граждан страны. Но, видимо, Binance не очень важен этот рынок. А отгадайте, какой рынок ей важен? Конечно же, рынок России, с которым она очень тесно сотрудничает. И на этот раз Binance вошла в Ассоциацию банков России. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вошла в экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России, для того, чтобы еще теснее сотрудничать с федеральными органами власти, как они сами и заявляют. А руководителем назначили Ольгу Гончарову, та самая, которая раньше работала в Центробанке, а теперь является еще и директором Binance в России и СНГ. Если немножко подумать и включить
изучить небольшую логику, то сразу понятно, как тесно будет работать Binance и Россия. А именно все ее правительственные структуры, в том числе ФСБ, налоговая, Росфинмониторинг и так далее. Поэтому сейчас мы ждем, когда будет закон в России, и все по закону будет Binance выполнять, все предоставлять, и я думаю, даже сверх нормы. Но не стоит думать, что только Binance такие молодцы и работают с регуляторами. Вот, например, SEO биржи Kraken вот так ответил на вопрос. В Твиттере спросили: возможно, Kraken будет поставлен в положение, когда полиция прикажет заморозить активы без согласия суда, и вы, вероятно, будете соблюдать. На что SEO Kraken ответил: 100% да. 100% да, мы будем вынуждены подчиниться. Если вы беспокоитесь об этом, не храните свои средства в каком-либо централизованном регулируемом хранителе, то есть на централизованной криптобирже. Мы не сможем защитить вас. И в конце он советует торговать на P2P, то есть от человека к человеку, без участия бирж. Поэтому Binance здесь просто это локомотив, за которым последуют все остальные, даже мелкие биржи, которые не захотят потерять рынок. А что касается закона о регулировании криптовалют в России, то вот министр финансов надеется на то, что закон будет к концу 2022 года. А все потому, что до сих пор нет какого-то единого мнения. Банк России хочет все запретить. Минфин же настаивает на том, чтобы разрешить, но с тотальным контролем. Сегодня, кстати, должен был быть уже законопроект. Возможно, до конца дня его, может, какой-то и выкатит, но какого-то согласия, по крайней мере, в СМИ до сих пор нет. Банк России даже свою версию законопроекта составил, где все будет под запретом. В США президент Байден также анонсировал скорое подписание подобного закона, а ФБР уже создало подразделение по расследованию преступлений с криптовалютами. Они будут анализировать подозрительные транзакции в блокчейне, а потом забирать все денежки себе. Данное подразделение было сформировано после того, как они забрали конфискованные 94 тысячи биткоинов у парочки отмывателей либо хакеров, которые были замешаны во взломе биржи Bitfinex в 2016 году. Это станет предупреждением для преступников, использующих криптовалюту для нелегальной деятельности. Мы призываем все организации, работающие с криптовалютами, прекратить злоупотреблять цифровыми активами и использовать их для мошеннических схем. В противном случае нарушители будут привлечены к ответственности. Кстати, это очень неплохая затея во всеуслышание на весь мир объявить, что ФБР теперь занимается и криптой. Я думаю, многие, кто планировал организовать какую-то мошенническую схему с криптой, теперь 2 раза подумают перед тем, как начинать это делать, по крайней мере в Америке. Ну и под конец давайте поговорим про Ripple. Они все-таки согласились раскрыть документы касательно статуса XRP. В письме к судье они заявили, что не возражают против раскрытия юридических записок в полном объеме. Эти документы способны доказать, что токен XRP не рассматривался как ценная бумага. Когда их обнародуют, они покажут, что в 2012 году Ripple получила юридический анализ, согласно которому XRP не является инвестиционным контрактом. Тот факт, что SEC потребовалось 8 лет, чтобы заявить о своем несогласии с этим анализом, в то время как XRP торговался на глобальном рынке, вызывает недоумение. Мы надеемся, что общественность получит доступ к этим документам. Данные документы планировалось еще раскрыть вчера, но по всей видимости дело затянулось, и документы будут предоставлены немного позже. И на этом фоне стоит отметить, что сейчас идет второе по величине накопление XRP. Компания Sentiment обращает на это внимание. Похоже, что развязка по делу SEC против Ripple все ближе и ближе, и если все-таки Ripple выиграет дело, я думаю, курс данной монеты может неплохо так взлететь. Но давайте график ее глянем. Пока после предположительно сформированного импульса и завершения коррекции цена продолжает идти наверх. И если по биткоину мы пробили вот здесь слой и сломали треугольник, по Ripple пока лои повышаются, хаи понижаются, и данное дело все больше и больше похоже на этот треугольник, но стоит отметить, что он пока еще также не сформирован. И если все-таки это будет треугольник, а не фигура на него похожая, то здесь недостаточно еще как минимум 2 волн, если все пойдет по плану. Глобальной же целью у Ripple намного выше. Первый — это предыдущий пик на уровне 1.33-1.35. И пока я записывал ролик, вышла вот такая новость. Минфин начал общественное обсуждение по регулированию криптовалют. Они сообщили о начале разработки 2 законопроектов и их общественных обсуждениях, которые продлятся до 18 марта, то есть ровно через месяц. Новость вышла 18 февраля, слушание до 18 марта. Речь идет о 2 законопроектах.
Первый — это о цифровой валюте, и второй — о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о цифровой валюте. Ну что ж, до этого была дата 18 февраля, теперь они будут ковыряться и обсуждать еще целый месяц. До 18 марта никакого закона пока не будет. Ну и 18 марта его тоже не будет. Будет только законопроект, который будут обсуждать, редактировать, и бадания Минфина и ЦБ продолжатся. Поэтому более реалистичные сроки — это как раз таки в течение 2022 года. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, подписывайтесь на канал и на Telegram, пишите свое мнение по услышанным новостям и прогнозам криптовалют. Всем удачной торговли и счастливо!